Привет, друзья! На связи Пентагон. Это традиционный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. И по традиции начнем с биточка. Хочу всех поздравить с отличным шортом от 36 200, который мы закрыли по 33 500. Кто-то умудрился даже закрыть по 31 500, с чем я вас, в принципе, и поздравляю. Но где-то здесь, как я вам, в принципе, и говорил, от часового дивера мы уйдем в сторону ретеста 34 800, 36 500. То есть я плюс-минус его сейчас жду. То есть вот уровень, который мы, наверное, будем ретестить как снизу, вот здесь вот, наверное, даже не так вот, а вот так. Так и впоследствии вот этот косой уровень сопротивления, который мы, в принципе, сейчас будем рисовать. Впоследствии это все может перейти в какой-то треугольник с плоским дном и, конечно, отработать в сторону нашего уровня 21 тысячи, ой, 21, говорю, 23-24 тысячи. И впоследствии, если уж все пойдет так, как мы хотим, это уровень 18-16 тысяч. Но я не исключаю какого-то сейчас резкого пампа собрать вот эту всю шортовую ликвидность. То есть какой-то там вынос за 35 200 будет для меня означать, что мы все-таки сходим на ретест правого плеча. Это уровень 39-41 тысяча. То есть я, в принципе, сейчас до сих пор не исключаю того, что мы туда сходим, и по большому счету от нынешнего уровня это в районе 7 тысяч. Кто-то заходил уже сейчас на часовом дивере, я откупать ничего не стал, смотрю за ретестом пробитого вот этого уровня локального. То есть на ретесте, может быть, какую-то покупку я возьму. Но с целью 35 тысяч, и уже где-то здесь буду, наверное, принимать решение по пробою, либо по уходу дальше вниз. То есть моя задача, наверное, пока дальше придерживаться шортового настроения, но если мы уйдем в сторону 38-41, это только все подтвердит лично для меня. То есть я жду еще, возможно, вот это образование правого плеча. Это как, наверное, хороший такой бычий сценарий. Но все-таки вот мы видим одно сопротивление пробили, его впоследствии, скорее всего, мы проретестим каким-нибудь погибом, и, возможно, улетим как раз-таки на эти 35 тысяч, чтобы посмотреть, что же будет дальше. А что может быть дальше? Если мы не можем пробить этот уровень, то, наверное, вот будет какой-то такой какие-то вот такие, типа, двойная глава, да, ну, только нападение сразу. Либо нас даже могут из серии сводить и ложно закрепить за уровнем, отскочить, потом полить. Бычий же сценарий, это если мы сейчас уходим вот здесь от погиба, потом вот здесь еще такой более органичный рост получим, здесь увидим пробой, ретест и уход наверх. Если мы видим с вами вот такое какое-то образование такого тренда, видим то, что в принципе происходит, здоровый такой более-менее рост, да, то есть не резкий памп на ретест, а с коррекцией хотя бы 30%, то есть отросли, допустим, на 1000, откатились на 300 и так далее. То есть в таком случае можно будет здесь подбирать на каких-то фигурах с плоским верхом, на любом ретесте будет такой неплохой вход. Я все-таки попробую посмотреть вот здесь вот этот погиб, локально можно будет попробовать взять. Большинство из вас, я знаю, кто вот с приватки, они уже зашли вот здесь. Я дал рекомендацию, что здесь будет отскок, но сам не захотел заходить, потому что был, собственно говоря, занят иными делами и не было возможности следить за позицией. То есть сейчас буду, наверное, ловить какой-то вот этот вход. Это что касательно битка и что касательно какого-то краткосрока. Если смотреть по долгосрочной перспективе, то хотелось бы увидеть вот в идеале выход с сбором вот этой ликвидности, собрать шортов и полететь спокойненько дальше вниз. То есть это к следующим выходным плюс-минус. То есть на выходных до выходных дорасти и потом уже с новой волной хорошенько упасть. Почему дальше не рассматриваю с нынешних падения? Потому что плюс-минус жду как минимум вот этого ретеста 35 200. То есть здесь будем уже смотреть, пойдет ли эта история дальше, вот эту ликвидность забирать, либо уже сразу отсюда будем шортить. Это ретест и верхней границы, и нижней границы, и где-то здесь пойдет шорт у нас вот на хотя бы 28, ну, собрать вот этот весь уровень. То есть вот до минимума 28, я думаю, мы в перспективе сходим.
Это что касательно битка. Также глобально все-таки гип у нас подтверждается. Гип должен хоть чуть-чуть отработать там до ближайшего уровня. Это там уровень 22.18, если мы откроем плюс-минус уже начерченный график, то это как раз-таки прошлая проторговка вплоть от 5000, и ее сверху коснуться было бы идеально где-то, наверное, ну, ближе к августу. То есть конец июля, начало августа, какое-то последнее падение и, возможно, какой-то дальнейший отскок. Не говорю, что там на 60, на 70 тысяч, но в перспективе, что я хотел еще раз выделить для вас, это, в принципе, я думаю, так, оно, да, что мы, в принципе, сейчас формируем какую-то вот такую фигуру. Так, стоп. Второй раз я на этом уже хлопаюсь. Соответственно, теперь вырежем и сюда поставим. Ну вот, наверное, плюс-минус. Не буду слишком натягивать глобус на глобус. Вот где-то, наверное, типа из серии. Но хочу, чтобы вот этот уровень 28 мы кольнули. То есть, по сути, по даже проекции смотреть, мы уже можем здесь какой-то отскок увидеть. Но я все-таки жду обновления вот этого дна. Это, соответственно, обновление уровня там 30 и дальше сильно ниже. То есть вот это будет хороший варик 100, да, то есть мы, если сейчас пойдем на уровень 41 тысячи, это как раз будет о том, о чем я вам говорил. Наверное, даже вот так можно сделать. Вот, и для правого плеча как раз-таки уровень 39.41, потом летим на 23, и здесь мы откупим спот и закроем 38.40. Это вообще план капкан до конца лета. Вот, наверное, плюс-минус. То есть сейчас глобально либо от ретеста 35 200 сразу вниз, хотя бы на отскок на 30, либо все-таки сходим на 41, там, 39 тысяч, и потом уже жирный слив на 25. То есть вот, а затем уже вот здесь спотовая покупка какая-то будет первая актуальная. Но не забывайте, что все это потом было, сорян, все это было потом в такой вот проекции, что мы просто убились в один и тот же уровень. Видимо, этот уровень будет в районе там, 25 тысяч. И потом мы ложно его пробьем там, на 15 и полетим просто вверх. Так, ну битку мы очень много времени уделили. Давайте быстренько посмотрим эфир. Так, по эфиру вывалились с треугольника, о котором я говорил, что это нифига не треугольник с плоским верхом. Все, кто торговали плоский треугольник с плоским верхом после крупного слива, привет, изучайте это. То есть, смотрите, что сейчас жду. По плюс-минус то же самое ретест, что есть и на битке, будет на эфире. То есть, по большому счету, это треугольник, если мы рассматриваем, и мы его пробили, то смотрим ближайший из уровней сопротивления. И ну, даже от верха я не знаю, где здесь от верха скинуть. Мы его просто пробили уже вот здесь. То есть, поэтому здесь плюс-минус такая же история. Ретест, наверное, 2600, что-то такое. И дальше поход вниз. BNB неплохо выглядит. Мы проретестили вот здесь вот пробитый уровень, но впоследствии здесь же также пробили и уровень поддержки от $218. По большому счету все зависит напрямую от битка. Если получаем отскок по битку, который мы с вами ждем, то, наверное, и BNB-шка, как и вся альта, плюс-минус ходит на вот эти свои верхние уровни. Это либо 380 в перспективе, то есть в короткой перспективе, да, это если мы 35-200 ждем. И это там 450 медвежий флаг для дальнейшего похода вниз. Еще сразу сюда же закидываем SXP. Мы также в треугольник пробили, но здесь есть вероятность, что мы просто ушли в треугольник с плоским дном. Как раз таки здесь в продолжении тренда треугольники работают намного лучше. То есть надо смотреть на медвежью фигуру в продолжении медвежьего тренда, а не искать из серии треугольник с плоским верхом, который должен только на бычьем тренде пробиваться вверх, и натягивать его. Ну вот, кстати, биточек-то отскакивает.
отскакивает. Но вот этот уровень сопротивления 35 мне импонирует, скажем так. Так, что касательно SXP, я не вижу пока выше уровня 2,2, поэтому если у вас какая-то есть вдруг, не дай бог, покупка от 2 уровня, 2 и выше, то для вас будет неплохой выход 2,2, 2,18, еще выйти от 34 тысячи уже. Ну, камон, ну, да, можно было неплохо залететь на 2, на 4, на 8 тысяч почти. Все мы люди, все мы хотим немножко отдохнуть. Так, что касательно лайтка. Такая же история с треугольником. Жду его там плюс-минус ретест в районе там 170 баксов в перспективе. И если сможет выйти, то же самое, как с битком, на ретест вот этого пробитого уровня. Это 240. Так, что еще хотелось бы разобрать? Естественно, мы потом чуть попозже разберем с вами фонду. Затронем, все-таки хочу затронуть ее. SXP, ой, фу, блядь, SXP, SPX, S&P 500. То есть, что, думаю, сейчас увидим по S&P. Это как раз-таки я все так же ожидаю пока глобального падения. Собственно, пока не откупаю и не буду откупать ничего со списка, да, то есть со списка компаний, там, Ситки, условно говоря, или любой другой фондовой истории. То есть я жду повторения там плюс-минус хотя бы локально мартовского падения, но это биток 25. То есть и смысл сипку ждать там по 4400 я, наверное, не буду. Тем более по фундаменталу ничего хорошего нету, вливаний бабок не будет, отчеты скоро будут с плохими, вообще очень-очень с плохими цифрами, и, соответственно, я плюс-минус жду хотя бы там поход на 3900, впоследствии, наверное, все-таки там какой-то ложный пробой с корреляцией и с возвратом, но хотя бы как биток, то есть мы увидим какую-то волну неплохого слива. Потому что, извините меня, конечно, все, что сейчас происходит в отношении фуда, там, битка, это все настолько сильно назревало, поэтому я не думаю, что мы сейчас там продолжим эту сильную фазу роста 80 тысяч, а по-хорошему летом было бы шлепнуться нормально вниз, отрезветь вот этих всех быков, которые еще умудрились остаться в обоих рынках, и с хорошей такой, с гордым взором пойти дальше на какие-то новые АТХ. Что касательно рубля, много негативных комментариев получил по рублю, но, камон, какие негативные комментарии, если мы только-только входим в зону покупки. То есть сейчас я буду ждать вплоть до 70 уровня покупку, я буду ее брать с целью перспективы ухода на 86 и 84 бакса. Кстати, за вот эти комментарии по фондовому рынку мне скоро могут дать люлей, поэтому впоследствии это будет только в закрытом канале информация по поводу именно российского рынка. Евро пробил, да, окей, евро пробил, согласен. Но опять же, пока мы не пробили уровень 85-86 прошлой проторговки, я сохраняю какие-то бычьи настрой. Что касательно нефти, мы в принципе вот формируем вот этот фрактальный паттерн, который мы рассматривали в прошлый раз, и сейчас в принципе все плюс-минус пока по плану. Буду следующую неделю смотреть за выходом выше 74. Если 74 бренд выходит, то тогда, конечно, надо будет пересмотреть свои планы и пересмотреть вообще в целом какую-то покупку, наверное. Так, что касательно золота, тоже получил комментарий, что нужно рассказать. Опять же, мы сейчас, по сути, протестировали поддержку, и вот как раз-таки голдат может вылететь на 200. Но не думаю я, что сейчас мы увидим какой-то АТХ в районе 2400, а вполне вероятно мы увидим вот эту фрактальную зону. То есть, что здесь может быть? Это то же самое, что мы видели с вами в 2011-2013 годах. Так, сейчас я вот эту всю скамозу уберу и вот так вот сделаю. Да, цикл чуть ниже, но цикл закончен. Я считаю, что мы, в принципе, даже уже на голде сходили куда надо.
и я буду ждать похода обратно там на 1500. То есть, если из защитного актива будет выходить, надо будет посмотреть с корреляцией с S&P и там уже принять решение. Хочу поздравить ребят, кто брал MLN для листинга под Coinbase, но сейчас хотел бы еще сказать, дать комментарий небольшой по доту. Я покупал дот в районе 18-19 баксов и большую часть закрыл в районе 25-24 долларов. И впоследствии сейчас я могу в любой момент закрыться в прибыльный без убыток. Да. Но сейчас я, наверное, поставлю просто стоп на БУ в 18 или даже с небольшим риском под 17,5. И остаток буду держать до стопа, либо до отскока в 30 баксов. Потому что дот я ждал тоже может залистит на Coinbase, но его пока прокатили. Также, что касательно Нюма, кто откупал Нюм, я все так же пока смотрю за вот этим погибом, который в прошлый раз мы с вами обсуждали. Как раз таки есть вероятность того, что мы получим отскок с разрешением торгов на Binance, то есть в принципе с возможным вливанием новых каких-то бабок. И последнее, наверное, на сегодня это будет доги. Доги ушли в боковик, причем с хорошим поддержанием тренда. В принципе, мы сейчас можем, даже если биточек там отскочит плюс-минус 35, а если 40 тысяч, то доги, вероятнее всего, на новостях о том, что Tesla принимает, скорее всего, до 0,05, до 0,5, до 0,6, возможно, с медвежьим флагом мы зайдем. Вот так вот, типа, из серии и дальше вниз. Поэтому, друзья, подытожу. Биточек жду. Так, вот этот, наверное. Биточек жду сейчас 35-200. Это вот этот ретест. И тут уже буду принимать решение. Если дадут сейчас вниз на 32 500, на какой-то ретест поддержки, если дадут, то еще и лонгануть смогу. Отмена сценария с шартом — это уход выше этой границы, уход на 39.40. Тогда в этом случае будем шортить уже эту зону и, возможно, что-то откупим дополнительно на споте. Поэтому, друзья, хотел еще напомнить, не так давно стартовал наш марафон от нуля до про на терминале RoyMaker. Соответственно, абсолютно не приближенный к криптовалюте и вообще к финансовым рынкам человек попробует при помощи нашего терминала заработать себе копеечку. Ссылку я оставлю на марафон в описании. Подписывайтесь на канал мой, если вы еще не подписаны, и на канал хедж-фонда Факел, где мы также совместно с нашими ребятами, с Ваней и так далее, разбираем интересные проекты, разбираем, проводим стримы. Собственно, не забывайте подписываться, с чего все, собственно, и началось. Поэтому на связи был Пентагон. Удачи в торгах. Не фамите, друзья.